Всем привет! Я Семен, я нахожусь на своей кухне в Тель-Авиве. Сегодня готовим кимчи. Кимчи – это символ корейской кухни. Без кимчи не обходится практически никакая трапеза в Корее. Мы, конечно, не в Корее, а в Израиле, но мы очень любим кимчи, и поэтому его сегодня будем делать. Итак, приступаем. Передо мной пекинская капуста. Прежде всего я удалил не совсем хорошие листья и сейчас его буду промывать. И сейчас мы делаем вот такой вот надрез посередине. Делаем еще один надрез здесь. И точно таким же образом разрываем. Оп. Так, это еще раз промываем. Капуста просаливается 2 часа, каждые полчаса мы ее переворачиваем. На данный момент я уже успел перевернуть ее пару раз. Она выпускает довольно много влаги. Мы готовим жидкую основу, которая понадобится нам позже. В кастрюле 2 стакана воды, 2 столовые ложки рисовой муки и после нам понадобится еще 2 столовые ложки сахара. Мука опускается прямо сейчас и все время перемешивается. Мы должны получить кисель. Мы закладываем чеснок, джинджер и лук в фуд-процессор, превращаем все в пюре. Полстакана рыбного соуса. Два стакана гочугава.
Листья стали очень эластичные после засаливания и готовы к тому, чтобы мы их наполнили. Ну, все. Теперь даем стечь в воде. И начинается самое интересное. Итак, вся эта красота в емкостях. Сейчас все это остается на 3 дня бродить сверху, после того, как мы все помещаем в холодильник. Встретимся через 3 дня. Прошло 2 дня. На самом деле изначально планировалось подержать снаружи вне холодильника кимчи 3 дня, но так как на дворе весна, соответственно, температура в помещении тоже выше, чем могла бы быть в другое время года, поэтому самый раз проверить кимчи, посмотреть, что же у нас там происходит. Я открываю крышку. Вилка, ложка, совершенно не важно. Небольшое нажатие на капусту, поднимаются наверх пузыри. Это значит, что все у нас хорошо, все правильно. Процесс ферментации начался. Безусловно, можно поесть и то, что у нас сейчас получилось. Свежий кимчи тоже едят, он тоже вкусный, но, безусловно, немножечко другой. Кто сказал, что свежий кимчи тоже невкусный? Великолепно. Всем приятного аппетита. Процесс закончен, переводим кимчи в холодильник. Характерный для готового кимчи вкус появится через неделю-другую. Кимчи может храниться несколько месяцев, и да, будет приятно всегда его кушать как добавку к чему-либо. На самом деле это извращение, есть кимчи без ничего, но иногда очень вкусно тоже. Без ничего я имею в виду там рис, мясо, что-нибудь типа того. Сладость, соленость, кунжутные зернышки похрустывают. Очень чувствуется аромат корейского чили гочугару. Пока.